Движение «Солидарность» – самая влиятельная в России либерально-демократическая оппозиционная организация. Движение совместно с другими политическими силами «Левый фронт», «Другая Россия» организует крупнейшие в стране политические протестные акции. Стратегия 31 в защиту 31 статьи Конституции России, День гнева, Марш несогласных и многие другие. Подобные акции всегда запрещаются Кремлем и местными властями и жестко разгоняются ОМОНом. Власти боятся второго Майдана. Несмотря на насильственный разгон, протестные митинги каждый раз привлекают множество людей самой разной политической ориентации, убежденных в необходимости смены политического режима. В камеру автозака запихнули 25 человек на площади 2 на 4 метра. Закрыли все форточки, заблокировали дверь люк. Да было очень жарко, там температура поднялась до 40 градусов. Солидарность не боится открыто противопоставлять себя Владимиру Путину и руководителям крупнейших регионов, в том числе Лужкову и Матвиенко. В движение входят представители гражданского общества, предприниматели, студенты, правозащитники, различные специалисты, представители технической и культурной интеллигенции, политики, в том числе сторонники Григория Явлинского и Яблока, Бориса Немцова и Союза правых сил, Гарри Каспарова и Объединенного гражданского фронта. Мы презентуем наш 7-й совместный доклад. Называется он «Путин. Итоги 10 лет». Отличие сегодняшнего доклада от предыдущих в том, что это, пожалуй, самый такой крупномасштабный просветительский информационный проект оппозиции демократической за 10 лет правления Путина. Дело в том, что тираж этого доклада 1 миллион экземпляров. Кроме протестных акций, движение проводит очень важную информационную работу, нацеленную на будущее России и ее граждан. Большими тиражами изданы независимые экспертные доклады с оценками деятельности так называемого лидера России Путина и мэра Москвы Лужкова. Оценены антикризисные меры руководства страны, освещены денежные махинации в «Газпроме» и в организации Сочинской Олимпиады. Разъяснены многие аспекты энергетической политики, в том числе проблемы и неэффективность российской атомной энергетики. Солидарностью были предложены стратегический план развития России 300 шагов, план реформы МВД, план антикризисных мер. Можно с уверенностью сказать, что демократическая оппозиция в России готова к приходу к власти, грамотному управлению страной и исправлению ошибок российской власти 90-х и нулевых годов.